Мир будущего. Какой он? Технологический рай или мрачная антиутопия? Есть ли в нем место человеку? Что определяет наш путь в будущее и что направляет нас туда сегодня? Каким должен быть путь? Ни одна дорога, ведущая к процветанию и развитию, не может противоречить природе. Человечество должно сберечь возможность идти вперед, ступая босыми ногами, сохраняя гармонию и единство с окружающим миром. Так считает автор программы «Экомир». Инженер, ученый и предприниматель Анатолий Юницкий. Сегодня он предлагает и реализует комплекс экоориентированных технологий, направленных на установление баланса между биосферой и техносферой. Мы, международная группа инжиниринговых компаний Юницкого, видим нарастающие проблемы современности и ищем практические решения самых сложных задач. Результаты научного анализа, экспериментов, а даже проектных и конструкторских работ позволяют нам дать ответы на ключевые вопросы развития нашей цивилизации. Так возникает и реализуется программа «Экомир», указывающая путь. Мы расскажем вам о ней. Существующие темпы и направления развития, а также современные индустриальные технологии привели человеческую инженерную цивилизацию в состояние системно-социально-экологического кризиса. Этот факт является общепризнанным. К концу первой четверти 21 века мы оказались в шаге от цивилизационной катастрофы. В отчете программы ООН по окружающей среде сказано: мир находится в эпицентре тройного планетарного кризиса, связанного с изменением климата, утратой биоразнообразия, загрязнением и отходами. Глобальная экономика потребляет все больше природных ресурсов, в то время как мир отклонился от пути к достижению целей устойчивого развития. Тот темп развития, который человечество достигло за последние 100-150 лет, ведет к неизменным экологическим проблемам. Этот факт и есть причина появления программы «Экомир». Необходимо уже действовать и что-то делать. И решения, которые предлагаются и применяются, не должны быть какими-то полумерами. Они должны иметь комплексный и глобальный характер. Иначе человечество достигнет точки невозврата и поздно будет что-то менять.
Ведь речь идет не о каком-то экономическом спаде, не о каком-то человеческом конфликте. Речь идет о выживании цивилизации. Анатолий Эдуардович уже много лет говорит об этом, но на самом деле слышать его начинают только последнее время. У человечества какое-то время была возможность и время бездействия, и на ошибки, но сейчас такой уже возможности нет. Мировая добыча сырья выросла с 30 миллиардов тонн в 1970 году до 160 миллиардов тонн в 2024, показав среднегодовой рост 2,3%. Загрязнение воздуха, воды и почвы в промышленно развитых странах сокращает среднюю продолжительность жизни минимум на 5 лет и становится причиной 200 миллионов инвалидностей ежегодно. По прогнозам, при сохранении темпов добычи ресурсов и производства уже к 2030 году на планете останется всего лишь 10% лесов. Навсегда исчезнут тысячи видов растений и животных. Человечество произведет еще около 3 миллиардов тонн пластика, 91% которого не будет переработан. К 2050 году из океанов могут исчезнуть вся промысловая рыба и коралловые рифы. Когда Анатолий Эдуардович начинал работу над программой «Экомир», то ему, а затем и нам всем нужно было понять, что лежит в основе кризисных процессов. И здесь есть абсолютно разные возможные пути рассуждений. Можно винить, например, человеческую жадность или говорить о несовершенстве технологий, которыми мы пользуемся. Некоторые видят причины в том, что политическая система не та. Совершают революции, борются, но ничего по сути не меняется. Школа Юницкого и прежде всего сам Анатолий Эдуардович видит гораздо дальше. Он показал, и теперь это понимают уже многие, что, во-первых, мы не можем выжить без технологий. Во-вторых, техносфера и природа – изначальные антагонисты, которые борются друг с другом за одни и те же ресурсы. Они просто не могут существовать мирно в одном и том же месте в одно и то же время. Причина кризиса – это противоречие между ростом населения, производством и потреблением с одной стороны и ограниченностью пространственных и сырьевых ресурсов Земли с другой. Мы оказались закрытыми на планете, при этом полностью завися от индустриальной техносферы, разрушающей биосферу, родной дом для миллиардов видов живых организмов, в том числе и человека. Существует всего два пути решения проблемы. Первый – это цивилизационный геноцид через принудительное сокращение мирового населения и искусственное торможение индустриального роста. Второй – это программа «Экомир», которая предлагает не только не ограничивать рост численности человечества, но и расширить горизонты его возрастания. Это способ открыть доступ к новым технологическим возможностям, выйти на путь инженерной трансформации экономики в сотрудничестве с биосферой и, в конечном итоге, вынести земную индустрию за пределы планеты, в космос. Необходимо получить доступ к ресурсам космоса и развивать их добычу, наладить промышленное производство и продуктовую логистику между Землей и орбитой. Для этого нужно обеспечить геокосмические грузопотоки десятки миллионов тонн ежегодно. Также необходимо доставлять на орбиту множество людей для создания и обслуживания космической индустрии.
Все это невозможно при использовании ракет-носителей. Ни мировая экономика, ни биосфера планеты не выдержат потенциальной нагрузки в сотни триллионов долларов и миллионы пусков ракет ежегодно. Ракета-носитель непригодна для масштабной экспансии человечества в космос. Ведь у ракет крайне низкий коэффициент полезного действия на уровне 1%, то есть на порядок ниже, чем у архаичного паровоза. Стоимость геокосмической ракетной логистики начинается от 10 миллионов долларов за тонну груза, доставленного на самую низкую орбиту. Человечество все время что-то оптимизирует. Но если посмотреть шире, то мы увидим, что почти все наши системообразующие технологии были придуманы и внедрены более 100 лет назад. Железная дорога, автомобили, способы добычи и переработки полезных ископаемых, энергетика. И совершенствование технологий сегодня ограничивается лишь небольшими улучшающими инновациями. Вот, к примеру, абсолютно недавно одна из зарубежных компаний на весь мир гордилась тем, что внедрила в свои вагоны систему Wi-Fi. И так практически во всем. Особенно медленно развитие идет в космической отрасли. Хотя с первого полета человека в космос прошло уже более 60 лет, ракета остается единственным видом геокосмического транспорта. И те задачи, которые стоят перед программой «Экомир», разделение техносферы и биосферы в пространстве, создание индустрии на орбите, при помощи ракеты просто нереализуемы. Сегодня даже менее амбициозные задачи решаются с трудом. Вот, например, колонизация Марса. Современными подходами и технологическим вооружением это билет в один конец. Ракеты не смогут доставить к Марсу достаточное количество техники, оборудования и материалов для его освоения. Космическая радиация, скорее всего, погубит большинство путешественников еще по дороге к Марсу. А те, кому повезет оказаться на Красной планете, будут по сути обречены ввиду исчерпания бортовых запасов воды, пищи, воздуха. Ну и, разумеется, эффективно защитить колонию от космических угроз на сегодняшний день просто не представляется возможным. Не справится с задачей и альтернативные решения. Возьмем космический лифт на растянутом тросе длиной более 50 тысяч километров с заявленной производительностью менее 10 тысяч тонн груза в год, то есть менее грамма в год космической продукции на одного жителя планеты. При этом отсутствуют необходимые для такой технологии сверхпрочные материалы даже в долгосрочной перспективе. Кроме того, у человечества нет возможности доставить миллионы тонн конструктивных элементов лифта на геостационарную орбиту высотой более 35 тысяч километров. Ведь такой лифт может монтироваться только из космоса в сторону Земли. Мы вынуждены констатировать, что технологии, на которые делают ставку элиты, непригодны для трансформации мира в целях выживания нашей технократической цивилизации. Ни одно из развиваемых сегодня технологических направлений не позволяет и мечтать о колонизации космоса. Нас словно заставляет смириться с перспективой гибели человечества на планете, как плесень в чашке Петри, которая, съев ограниченные ресурсы и отравив ограниченное пространство отходами своей жизнедеятельности, неизбежно деградирует, а затем и погибает. Путь к решению глобальных проблем лежит через создание и внедрение новых инженерных технологий в ключевых отраслях мировой экономики – транспорте, жилой и производственной инфраструктуре, сельском хозяйстве, энергетике.
Есть только один способ доставлять на орбиту и обратно необходимый для индустриализации космоса годовой объем грузов. Это общепланетарное транспортное средство инженера Анатолия Юницкого, способное за рейс перевозить до 10 миллионов тонн полезной нагрузки. Когда мы говорим о программе «Экомир», мы имеем в виду самую главную, основную цель. Это вынос индустрии, вынос промышленности за пределы планеты, для того, чтобы спасти экологию, простым языком, если говорить. И здесь теоретически мы должны стремиться к максимально эффективной системе. И практически мы имеем только одну возможность достижения вот столь высокого КПД, которое необходимо для перевозки миллионов тонн на орбиту и обратно, то есть полноценной работы индустрии. Это как раз и есть ОТС. Когда Юницкий начинал говорить про свою концепцию, когда давно еще проходили первые конференции, он использовал очень яркий такой образ. Он говорил, что ОТС реализует принцип барона Мюнхгаузена. Вы помните, да? Человек за собственные волосы, за косичку вытягивает сам себя из болота. Конечно, это только образ, но он многое объясняет. ОТС — это максимально экономически, максимально энергетически эффективная система. И она, с одной стороны, очень смелая идея, очень смелая концепция, а с другой стороны, она проста, потому что она работает на простых, фундаментальных законах физики. Ну и здесь можно вспомнить тоже крылатую фразу о том, что все гениальное просто. Общепланетарное транспортное средство — это тороидальная конструкция с поперечным сечением около 2 метров. Она опоясывает планету в плоскости экватора и имеет в сердцевине ленточные маховики, размещенные в вакуумных каналах. Маховики, разгоняемые линейными электродвигателями до космических скоростей, за счет центробежных сил обеспечивают необходимую подъемную силу. Такое транспортное средство может выходить в космос до 100 раз в год, с комфортом доставляя туда и обратно людей и перевозя разнообразные грузы по цене менее $1000 за тонну. Это, например, будет не дороже сегодняшних грузовых авиаперевозок. Общепланетарное транспортное средство откроет путь к неисчерпаемым и доступным ресурсам космоса на базе космоориентированной экономики земной техногенной цивилизации. Оно предложит новые социально-экономические и политические условия. Однако мы понимаем, что эта геокосмическая концепция сталкивается со множеством трудностей. Нам приходится отвечать на множество непростых вопросов. Например, как построить взлетно-посадочную эстакаду протяженностью 40 000 километров, большая часть которой должна пройти по океану со средней глубиной более 4000 метров. Когда мы говорим о проектировании эстакады ОТС, одной из ключевых задач является экономия ресурсов, то есть уменьшение материемкости всех элементов эстакады. И тогда все элементы линейные эстакады должны быть предварительно натяжены. Попытаюсь сейчас повторить опыт Анатолия Эдуардовича, который нас учил когда-то на листке бумаги. Берем обыкновенный лист бумаги и помещаем его на условные опоры эстакады. И вот этот лист бумаги даже под собственным весом прогибается. То есть он абсолютно ничего не несет. Для того, чтобы этот лист бумаги нес какую-то нагрузку, нужно существенно увеличить его сечение. Тогда это уже не просто лист бумаги, а книга. И вот книга уже несет существенную нагрузку, не прогибается. Это классическая эстакада, не разрезная. Что мы делаем? Мы берем тот же лист бумаги, помещаем на те же опоры, но предварительно натягиваем. И вот уже этот же лист бумаги абсолютно спокойно несет существенную нагрузку. Эта нагрузка на порядки выше, чем нагрузка на ненапряженный элемент. Вот здесь вот экономия ресурсов. Вот это решение технологий. Предварительное натяжение и другие инженерные решения позволяют возводить эстакаду общепланетарного транспортного средства даже на самых сложных участках по стоимости менее $40 миллионов за километр. Это сопоставимо с обычной транспортной эстакадой. Снижается масса строений,
позволяя увеличить расстояние между опорами до 1000 метров. Значительно упрощается монтаж на воде, где опоры устанавливаются на плавучих понтонах, заякоренных на дне. Другой важный вопрос, который мы решаем, это равномерное распределение груза по всей длине общепланетарного транспортного средства, чтобы не было концентрации полезной нагрузки в отдельных его точках. Представьте, если есть многомиллионные тонны груза распределены в 2-3 точках, то транспортное средство наше не сможет взлететь, либо после взлета из-за дисбаланса рухнет на землю. Такая эстакада выполняет не только функции взлетно-посадочной платформы. Обладая высокой ровностью и прочностью, она служит основой для создания высокоскоростного наземного транспорта, нужного для распределения груза вдоль корпуса общепланетарного транспортного средства. Похожее решение можно использовать также для развития городской и промышленной мобильности. Транспорт, работающий исключительно на экологически чистой электрической энергии, получается доступным по стоимости и очень эффективным. Это утверждение проверено на практике. И предварительно поряженные конструкции. И ход стального колеса поставной балки. Все это известно уже очень давно. Однако Анатолий Юницкий сумел соединить все эти функции в новой конфигурации, получив совершенный комплексный эффект. Как итог, струнно-транспортный комплекс со всеми преимуществами. Движение на втором уровне, освобождение Земли, безопасность, экологичность, энергоэффективность, которые превосходят не только существующие системы второго уровня, такие как надземное метро, монорельс, канат на дороге, но и привычный железнодорожный автомобильный транспорт. В рамках программы «Экомир» мы уже внедряем новый транспорт под брендами: струнные технологии Юницкого, Юницкий String Technologies, UST, USCovery, USky. Это готовит основу для переноса перевозок на второй уровень и создания принципиально новой планетарной логистики. В ней будут решены проблемы городских пробок, сохранятся нетронутыми естественные ландшафты и биоценозы, значительно вырастет уровень комфорта и безопасности. На начальных этапах подобный транспорт востребован в первую очередь в крупных мегаполисах, а также в существующих промышленных центрах, то есть вдали от маршрута пролегания эстакады общепланетарного транспортного средства. Поэтому у нас часто спрашивают, как обеспечить развитие транспортной, энергетической, промышленной и жилой инфраструктуры вдоль экватора. Что может привлечь людей массово селиться в этом коридоре и активно инвестировать в его развитие? В качестве ответа мы разработали принципиально новую транспортно-ориентированную модель расселения – пешеходные линейные города. Мы формируем линейные города из небольших кластеров различного назначения вдоль высокоскоростных трасс рельсо-струнного транспорта. Зона транспортной доступности расширяется на сотни километров. Это позволит строить более дешевое жилье на дальних земельных участках, цена за которое снижается с увеличением расстояния от урбанистических центров. Также магистрали могут быть использованы для создания подъездных путей к отдаленным месторождениям полезных ископаемых. В рамках бизнес-проектов и государственных программ экваториальных стран, а также инициатив со всего мира, мы планируем выстроить вдоль экватора высокоэффективный транспортно-инфраструктурный коридор по суше и по воде. Он объединит кластеры жилого, производственного, научного, культурного и иного значения. Мы понимаем, что для реализации задуманного нам прежде всего будет необходимо доказать повсеместную эффективность линейной модели расселения, в том числе для регионов с неблагоприятным климатом. Только так наша модель станет общезначимой, обретет коммерческий успех и возможность индустриального масштабирования.
Помимо сети коммуникаций, здесь нужна максимальная автономность. Благодаря использованию современных технологических решений, каждый дом в нашем кластере может кормить проживающую в нем семью. На крышах расположены оранжереи и теплицы. На цокольном этаже – инфраструктура для выращивания белковой пищи, такой как грибы и мясо домашней птицы. Кластер можно сделать максимально энергетически автономным. При этом его энергетика будет утилизировать образующиеся отходы в рамках производства органического питания для растений. Канализационные стоки и продукты сгорания, а также излишки бурого угля на реликтовых солнечных биоэлектростанциях, созданных нами, перерабатываются в биогумус. Избыточная тепловая энергия идет на обогрев и служит источником углекислого газа, концентрация которого повышает урожайность в теплицах и оранжереях линейного города. Такие решения мы отрабатываем в рамках проекта «Экодомов», проект Анатолия Юницкого. В таком экодоме все канализационные стоки попадают в биоколлектор. Биоколлектор заселен специальным сообществом микроорганизмов. Это тысячи видов агрономически ценных микроорганизмов. Они помогают все попавшее в биоколлектор превратить в биогумус. Уже на основе этого биогумуса растет новая еда. И это пища для людей, которые живут в этом же доме. И такие решения, такие технологии мы уже реализовали в Республике Беларусь на территории фермерского хозяйства Юницкого. Если говорить о программе «Экомир» с точки зрения каких-то методологических особенностей, да, то я бы обратил внимание на системность подхода. Перед нами стоят глобальные цели, перед нами глобальные задачи, но мы начинаем их решать шаг за шагом, здесь и сейчас, с каких-то локальных проблем. Мы предлагаем эффективные, самое главное, востребованные рынком решения в сфере строительства жилья, в сфере энергетики, в сфере сельского хозяйства, в сфере, конечно, транспорта. Нами пройден колоссальный путь от идеи, от концепции до воплощения. Сейчас над проектом работает больше 1000 человек. У нас собственное производство, у нас представительство в различных регионах мира, в работе более 100 проектов, более в десятках регионов. И вместе с тем я должен сказать, что со всем этим интересом мы только еще набираем обороты. Далее спрос будет колоссален. Мы берем технологии, разработанные Анатолием Эдуардовичем, и всем нашей дружной, мощной командой внедряем их в жизнь. И знаете, это работает. Значит, программа «Экомир» работает. В каждом мини-мобиле, в каждом транспортном комплексе, в каждом экодоме с оранжереями, который мы создаем. Таким образом, объединив транспорт, жилую и производственную инфраструктуру, сельское хозяйство и энергетику, мы создали технологию комплексного развития территорий, органически включенную в программу «Экомир». Эта технология позволяет выстраивать эффективный бизнес в разных регионах мира, начиная от тропических поясов и заканчивая Антарктидой. Вместе с тем, через реализацию этих решений, сегодня мы закладываем фундамент будущей индустриализации космоса. Мы не ждем перемен, а создаем экомир прямо сейчас. Реализация наших технологий, каждого элемента ускоряет достижение целей и уверенность в успехе. Первые рельсо-струнные дороги уже построены нами. Первые экодома заселены, а экологически чистые урожаи собраны. Мы уверенно идем к своей цели.
Но это не технологии, современное здание и оборудование, хотя это безусловно важно. Мы в первую очередь это люди, объединенные единой целью. Технологии должны быть такими, чтобы население планеты Земля, которое постоянно растет, пользовалось всеми благами цивилизации, не нарушая при этом гармонии с природой. Стремясь достичь своей цели, мы открываем необозримые горизонты для всей нашей цивилизации. Идея программы «Экомир» – Земля для жизни, космос для индустрии. И в этом заложен глубокий смысл. Мы родились на этой планете, и мы должны иметь возможность ходить по ней босиком, а не в защитных ботинках и противогазе. А индустрия должна выйти на новый космический этап своего развития и обеспечить человечеству уверенное будущее на сотни, а может быть и тысячи лет. Программа «Экомир» безумно важна, поскольку именно она помогает человечеству реализовать главную цель – жить. Мы не мечтатели, мы практики. Все больше людей по всему миру поддерживают нас. Мы видим проблемы и знаем пути их решения. Мы говорим каждому: добро пожаловать в Экомир.